Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками, за прямыми эфирами, как все вживую происходит здесь на канале. И, конечно, живое общение с интересными экспертами, важными, я бы сказал, и очень, скажем так, такими свежими новостями, потому что все, что вживую, то ровно о вас, то про вас, то действительно... Ну вот по-настоящему нужно осознать, да, и понять, что происходит. Евгений Копатько, известный социолог, со мной на связи прямо сейчас. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, и тех, кто нас слушает и смотрит. Я очень рад, что мы вот с пылу с жару, так сказать, можем обсудить Абу-Даби. Произошел обмен 157 на 157, но параллельно с этим идет такая с двух сторон очень тяжеловесная артподготовка. Выходит Зеленский, говорит, что 800 тысяч армии мы будем сохранять, чтобы были высокие зарплаты, нашу армию будем беречь. Значит, судя по всему, по отводу войск не договорились. Это практически понятно всем, потому что Зеленский говорит, нет, введем войска, никто уступать ничего не будет. В свою очередь, какие-то источники изданий говорят о том, что Россия затребовала не просто отведение войск, а признание всеми странами территориальных завоеваний. Короче, если так посмотреть на такую мат-часть переговоров, то... Ничего хорошего, то есть ничего не добились. А если послушать заявление того же Виткофа, да и Буданов отметился заявлениями, слушайте, как конструктивно, как хорошо все прошло. Мы будем сейчас подводить итоги этого дня, второго дня, будет следующая встреча в каком-то ближайшем будущем. Два слова скажу, друзья, если видите наш эфир, пожалуйста, поставьте лайк, это очень важно. И, конечно же, да, примите в нем участие. Сделать это можно самыми элементарными способами в сообществе YouTube, в закрытом клубе телеграм-канал Шелест, зрителей Шелеста, да, можно в чате трансляции, к вопросам перейдем в конце, но вначале у вас спросим. Вот такой у нас сегодня опрос. У какой из сторон в контексте войны в Украине есть возможность провала больше, чем у остальных? Ну, то есть у кого провал может случиться, вероятнее всего? Украина, США, Россия, Европа. Пахнуло провалом от Абу-Даби, Евгений Эдуардович? Да нет, это просто затяжной процесс. Знаете, я что-то слушаю вас, такую подводку к теме, и что-то вспоминаю я вот эти минские все разговоры, потому что 8 лет участвовал в разных этих форматах, там, условно говоря, в экспертных группах, и вот этот процесс затяжной. И сейчас, вы знаете, когда отмотал плетку назад, вот сколько уже подобных слов, фраз, мыслей, смыслов приходилось слышать о том, что вот еще неделя, вот еще месяц, и это точно прорыв. Еще 2 недели, уже в следующем политическом сезоне с осени уже точно будут результаты. А вот весной начнется процесс, который точно изменит эту картину к лучшему. Пока такие исходники, которые сейчас есть, включая армию 800 тысяч, я думаю, ни о каком решении конфликта речи быть не может. Но знаете, проверено временем. Вот я не то, что хочу быть сейчас категоричным, но есть вещи, которые исключают мирный процесс. Если это мирный договор, если договоренность включает в себя, там, условно говоря, вне НАТО, нейтральный статус, задача спрашивается, зачем армия 800 тысяч человек, хотя бы с точки зрения здравого смысла, в условиях, когда нужно страну восстанавливать. Знаете, я просто смотрю как социолог на эти вещи, потому что видишь и процессы смотришь, как там это проходило в других странах, в другое время, и понимаешь, что сейчас, собственно, есть заранее невыполнимые задачи, которые ставятся. Вот и все. А с другой стороны, поводов решить задачу для Украины значительно больше. И когда вы в начале эфира такое сделали своего рода опрос социологический, можно так сказать, для слушателей вашего канала, ну, там, кто там проиграет в этом, я думаю, что как минимум в сухом остатке-то не проиграет никто, кроме России и Украины, то есть, как бы, которые являются прямыми участниками конфликта. А Европе что? За счет Украины она решает свои геополитические задачи. Ну, Соединенные Штаты и так уже много чего решили за этот год Трампа. Я могу успехи большие, глобальные успехи Трампа на сегодняшний день, ни в коем случае его не идеализирую, могу сказать, что в актив американцев есть что записать вообще в мире в целом. Начиная там от Колумбии, Венесуэлы, там, других каких-то моментов. Я понимаю, что еще не закрыты есть гештальты, можно так сказать. Но, тем не менее,
Сейчас пока слово, наверное, выигрыш или проигрыш, он, ну как, больше, конечно, это актуально для России и Украины. Для европейцев это просто инструмент. Это просто нужно понимать, что это неравновесные позиции, неравновесные темы, потому что для нас это живо, для нас это актуально, для них это та часть игры, которую они затеяли очень давно, и на которую очень много лет давали деньги вместе с американцами. Вот для меня так картина складывается. Очень интересное заявление делает Лавров. И вы знаете, тут надо действительно разбирать. Их целый ряд. Значит, выходит Лавров, говорит, что Россия объяснила США, что для России главный вопрос не про территории, а про людей. Представляете? Глава МИД говорит, что донесла до Вашингтона свою позицию по ключевым параметрам. И что за параметры? Украина стала первой бить по энергообъектам, Россия этого не начинала. Это цитата Лаврова. Российская Федерация и США сейчас ведут контакты в самых разных форматах. У России абсолютно чистая совесть, поскольку мы признавали Украину нейтральной и безъядерной. Поэтому все нападки, там, вот Россия там уничтожает Украину, говорит, совесть чистая. Значит, без решения вопросов об урегулировании любые гарантии безопасности будут использоваться для дальнейшей накачки Украины оружием. Как вы прокомментируете позицию? Вот эту позицию на фоне абсолютно конструктивных, как говорят все стороны переговоров. Она звучит не из Абу-Даби, она звучит из Кремля. И, собственно, они повторяют те вещи, те нарративы, которые и есть, и которые в конечном счете стали подтверждать Соединенные Штаты. Что не Россия явилась инициатором переворота на Украине, и не Россия явилась инициатором выхода Украины из нейтрального статуса, то есть вот попыток. Это началось сейчас при Кучме. Те, кто помнит историю, знает, и кто сейчас живет на Украине, кто жил раньше, понимают, что этот процесс точно не русские начали. И я не знаю, вот знаете, этот вопрос, наверное, останется как бы в прошлом, может быть, и для кого-то, кто будет в будущем это анализировать. Зачем нужно это делать, для меня до сих пор остается загадка украинским элитам. Вот честно, вот со времен Кучмы я не мог понять. Невероятный ресурс в виде нейтрального статуса, который, в принципе, эксплуатировали достаточно успешно. Хоть Кучма, хоть Ющенко, хоть Янукович, вопросов нет. Они достаточно успешно играли на этой теме между Западом и Россией и чувствовали себя неплохо. Вот для меня вот это осталось загадкой. И это точно не русские выходили из нейтрального статуса. И точно не русские решали задачу по присоединению к НАТО. И точно не русские организовывали в Институте международных отношений отдел НАТО, который знает, наверное, многие, кто постарше, кто помоложе, когда движение к НАТО пытались определить там и в будущем путь в НАТО украинский обозначили при Ющенко. Ведь это было. И этот ГУАМ пресловутый и прочая история. Вот отсюда, наверное, нужно и считать эту всю историю. Вот это для меня другого отсчета нет. И, собственно, все остальное будет от лукавого, потому что это точно русские меньше всего этого хотели. Я сейчас дело не в том, что защищаю или нет, они, а с другой стороны, вообще были далеки от Украины на самом деле. Бизнес, он вообще как бы был, скажем, комплементарен Украине в большей степени. И, собственно, многие демарши Украины, там, условно говоря, перед выборами тема «больше мостов, меньше рек», там, или как они там называли. Потом, после того, как выборы выигрывал в качестве президента Кучма два раза движение к НАТО шло с новой силой. И диверсификация на Украине тоже усиливалась с новой силой. заметьте, это еще до Ющенко происходило. Я Кравчука не беру вообще во внимание. Это был такой, знаете, травматичный период жизни для всех. Вот, постсоветских республик, так или иначе, даже для прибалтийских. А вот этот период становления украинской государственности при коммунисте Кучме, вот тогда эти все процессы и начались. И их точно начинали не русские. Ну хорошо, а как заканчивать? У нас нет, получается, сейчас на столе нормальной дорожной карты завершения войны? Вы знаете, Александр, этот вопрос, наверное, сейчас всех, кто нас слушает, смотрят, кто в теме, кто подписан на ваш канал и слушает ваших очень уважаемых экспертов, наверное, ни у кого нет решения или какого-то, знаете, так, все закрывающего и все объясняющего ответа на вопрос. Но я полагаю, что ключевой все-таки фактор – это не территории, как вы сказали, не гарантии даже,
а это и доверие. Вот доверия нет напрочь. И вопрос, с кем договариваться, для меня остается открытым. Американцы в данном случае сменили роль участника и соорганизатора конфликта и переворота на нейтрального такого, как бы, и, условно говоря, смотрящего за переговорами и пытающегося решить эту задачу. Вот. И я полагаю, что, наверное, сейчас больше возможностей, как бы это ни парадоксально звучало, есть у американцев, потому что они действительно действуют, собственно, достаточно цинично и дерзко, и Европу в этом плане в известность особо не ставят. И, наверное, здесь все-таки будет давление, вернее, будет не убеждение, на мой взгляд, а все-таки давление, прежде всего давление на Украину и в какой-то степени на Россию. Вот я думаю, что вот эти инструменты будут использоваться в большей степени сейчас американцами. Давление какого толка? Подождите. Экономического, политического давления. Не, ну смотрите, экономического, политического. Мы Ну, видим... давление на теневой флот России нефтяной. Это серьезно. Украина, скажем, перераспределение ресурсов, которые сейчас, ну, в конце концов, да, Европа вчера согласилась, что там 90 миллиардов они будут давать денег на содержание Украины сейчас. 60 на военные нужды и 30 на инфраструктуру. Из 24, из 27. То есть деньги, в принципе, на войну есть. Но и здесь можно, скажем так, на европейцев, американцев будут оказывать давление в плане развединформации, в плане поставок оружия, в плане, может быть, политической и дипломатической поддержки, даже в таком вопросе, что если заходить на территорию Украины, то без Соединенных Штатов европейцы вряд ли это будут делать. Но опять-таки это одна из тем, которую тоже исключает Россию. В принципе, об этом сказал и Уитков, что они тоже не поддерживают тему, чтобы после заключения мирного договора между Россией и Украиной зарубежные войска были на территории Украины. Это очевидные вещи. То есть Россия пока нет таких аргументов, которые могут заставить. Может быть, в будущем что-то произойдет, какой-то компромисс или какой-то фактор давления окажется решающим. Но пока для России это неприемлемая история. Вот так вот я вижу сейчас. Вот какие факторы, через что. Это прежде всего экономическое давление на Украину. Политическое давление, оно может быть больше. Как показала практика, давайте так, с Колумбией, с Венесуэлой, с Мексикой. Я перечислять по списку даже Куба сейчас в таком... Ну, вы следите за текстом, что происходит. Ближний Восток – это Иран, Сирия, это Хамас, Хезболла, это хуситы, это все, что решали задачи, там, ну, это Ближний Восток, то, что решали Соединенные Штаты с израильтянами. Вот это все уже решение вопросов. Это за вот тем вот шумом, за этой завесой, за такими какими-то эпатажными заявлениями происходят на самом деле серьезные в мире события. То есть Америка реализует свою программу, которую публично, как материалы какого-то съезда там, партии в советское время опубликовала только для всего мира. И системно это выполняет. На фоне там списков разных, на фоне там каких-то заявлений политиков, но происходят реально серьезные изменения. Если Америка для американцев, если новая доктрина Монро-Трампа, то есть она реализуется, да, за год у власти Трамп решил, ну, во всяком случае, подошел к решению очень серьезных задач, прежде всего для американского континента. Еще не закрыт вопрос по Гренландии, по Канаде. Но по Мексике, как вы видите, заявления есть очень серьезные. Я думаю, не мытьем, так катанием Соединенные Штаты решают задачу, кто в доме хозяин. И, по-моему, мы не видим вот последние месяц-два заявления о каком-то многополярном мире. Правда ведь? Звучат какие-то другие вещи. То есть как бы с Китаем разговор идет. Причем китайцы говорят о том, что они готовы паритетно разговаривать с Соединенными Штатами. Но на этом фоне, еще говорю, происходит много событий. Да, в качестве, кстати, и роль Европы, которая согласилась платить 5% ВВП на оборону, то есть Соединенные Штаты заставили и продавили эту задачу. Платить за Украину. Вот, собственно, то, что уже произошло и то, что случилось. Я думаю, что за год правления Трампа немало. Это в данном случае не считайте, что я пою какую-то осану Трампу и говорю, какой он красавчик. Но это все уже случилось и произошло по факту. И эти изменения наступили реальные, серьезные в различных регионах мира. По поводу регионов мира мы коснемся, наверное, этой темы. И там ключевым же сейчас является диалог США и Китая. Это прям очень ключевой момент. Они переговорили, разговор в том числе и Украины касался. Но если вот все-таки понять, ну, это тупик. Я вот от вас добиваюсь, а вы как-то вот вокруг да около ходите, понимаете? Ну, это тупик по поводу
вообще любых контактов и надежд на мир. «Украинская правда» сегодня делала материал с украинскими военными, те говорят, да нет, говорит, до конца этого года, еще и 27-й, будут воевать. Но простите, пожалуйста, 1100 домов не может Кличко обогреть, никак подключить, потому что развалили ТЭЦ-4, туда рюты водили, да, вот позавчера, туда вот как бы паломники там всякие. Значит, то, что сейчас происходит в Харькове, такая же беда, да, то, что в Днепре, в других городах, даже вот сейчас дрон залетал во Львов, присматривался к объекту критической инфраструктуры. Простите, за буквально, если вот не сейчас это решить, то буквально месяц-два при той интенсивности ударов так развалят все. Все говорят о том, что вот смотрите, это вот для, ну, для зимы сделано. Зима, мол, зима. Нет, давайте разбираться. Значит, хорошо, потеплеет. И эти удары будут казаться не такими антигуманными, но это же не означает, что их не будет. Разберут, ну как камень на камне не оставят от энергетики, люди будут при лучине, при свечах, с этими генераторами вечно ломающимися, и ну тут понятно, что как бы потужность надо изображать, но простите, они уже не фактор, вы заметили? Прошло 2 дня, и страдания людей в холодных квартирах, без света, с сумасшедшими графиками, уже не фактор для переговоров. Почему? Ну, я думаю, что здесь другие задачи. Еще раз говорю, цинизм тех, кто ведет переговоры со стороны, ну, в смысле, кто организует этот процесс со стороны Запада, их, по сути дела, судьба украинцев не интересует. А вопрос о том, что почему вокруг да около. Мы с вами можем очередные прогнозы строить. Допустим, мы Равинов с вами уже обсуждали до 15 января, правда, Александр? Теперь другие заявления других серьезных людей. В апреле месяце 26 года, вы уже не спешите пока до 27, если вы хотите абсолютной конкретики. Ну хорошо, озвучим еще одних умных людей, которые сказали апрель 26 года. Потом вы немножко опередили события и сказали предельно конкретно, что оказывается до 27 года решится конфликт. Но мы опять с вами забываем ситуацию предельно конкретную, которую сказали на Западе, и которая официальная была о том, что у Украины есть ресурсы на 2 года войны. И, наверное, если вы хотите ходим вокруг, как говорится, да около, и хотим конкретный ответ, то как минимум для меня это является важным заявлением. То есть если на Западе смотрят о том, что Украина может еще воевать и тратить человеческий и любой ресурс еще 2 года, наверное, нужно рассчитывать на этот вариант развития событий. То есть если люди хотели бы мира, я уже 100 раз говорил, эту задачу решили бы действительно, если не за 24 часа, то как минимум за несколько месяцев эта задача была решена. Но по всей вероятности сейчас идет, она не популярна, этой точки зрения, игра в доброго и злого. Американцы сейчас добрые, они сейчас арбитры, они сейчас над ситуацией, они хотят мира. И я даже не исключаю того, что для части американской элиты, которая сейчас пришла, мир как бы был интереснее бы на Украине, потому что есть возможности там, редкоземом заниматься, там, с Россией решать вопросы по энергоресурсам. Ну, как минимум, это такие заявления. Плюс они обозначили в своей стратегии, что она все-таки не главный враг, но я имею в виду не военная стратегия, а то, что Китай для них экзистенциальная угроза, Европа, в принципе, остается союзником при всей ее слабости, то предельно конкретный ответ мой будет такой. Сейчас о мире речи быть не может, потому что это игра, это затяжной саботаж, и прежде всего со стороны европейцев. Это мое мнение личное, частное, и которое имеет аргументы следующие. Подчеркиваю, все рычаги управления Украиной находятся у Европы и Соединенных Штатов. Если они хотят заключения мира, этот вопрос решается достаточно быстро. Не является Украина с точки зрения, и подчеркиваю, я здесь цитирую только западных аналитиков, тут никакой русской пропаганды нет, даже ни грамма. Я это должен каждый раз эту оговорку делать. То если захотите, вы решите задачу, потому что деньги идут с Запада. Политическая поддержка идет с Запада, финансовая поддержка идет с Запада. Какие еще? Военная поддержка, разведданные, они тоже идут с Запада. Если хотите заключать конфликт, заключать договор по прекращению конфликта, да ради бога, пожалуйста. Ресурсы, аргументы есть. Но если они не работают, значит, это не нужно сейчас пока. То есть, если человек хочет, он ищет способ. Они захотели найти способ с Венесуэлой, они нашли. Они захотели решить вопрос с Колумбией. Трамп с президентом подписали, он дал ему красивую бумагу, они сфотографировались и сказали, что теперь у них все хорошо в отношениях. Вот так решается вопрос быстро, технично и эффективно. Но здесь, очевидно, другая задача стоит. Пока какая, сложно понять.
объяснить. Наверное, все-таки интересы, которые и есть у европейцев, они пока превалируют над тем, что есть у Соединенных Штатов, потому что деятельность на поле боя и деятельность в отношении Украины, она пока носит милитаристский характер. Относительно России пока нет ни одного решения политического, которое бы было в пользу, скажем, того, чтобы это был хотя бы остановлен этот конфликт, чтобы приостановлен был конфликт, хотя бы риторику изменить нужно было. Нет, этого ничего не происходит. Как была милитаризация создания, так и идет. Если эти 5% денег, если вы хотите предельную конкретику, Александр, я вам отвечу. Зачем заставили Соединенные Штаты в прошлом году всех платить по 5%? Эти деньги нужно осваивать. Эти деньги идут на военную инфраструктуру. Вот ее и создают. Строят новые заводы. Вы же каждый, если вы возьмете сводку, отбросите весь этот информационный шлак и мусор, вы поймете, сколько заводов сейчас строится военных в Европе. Сколько идет усилий, сколько усилий тратится на то, чтобы построить там или реконструировать аэродромы, простите, чтобы там, скажем, какую-то ремонтную базу для военной техники создать, какую-то логистику улучшить относительно перемещения войск из Германии, допустим, в Польшу, и из Польши на границу с Россией или с Белоруссией. Вот вам ответы на вопрос. Строительство базы в Румынии, одной из самых крупных, потому что их 3, если мне память не изменяет, это Рамштайн, потом в Косово, там огромная база, но во всяком случае я издалека, как вы проезжали, видели, что там довольно серьезные такие объекты они строили в свое время. Сейчас румыны делают. Процесс идет. То есть, какой мы хотим получить ответ? Пока никакой демилитаризации не наступает. Идет, наоборот, освоение ресурсов, связанных с войной организацией. Пока европейцы условно говорят, что они не готовы. Но вслух, ни одна страна, слушайте, это тоже, как по мне, это дичь. Потому что если ты не готов, ты об этом не будешь орать на каждом перекрестке, что мы не готовы, что у нас все плохо. Но это чистый треп, извините, по-другому. Но милитаризация, то, что если отбросить всю эту фигню, извините за выражение, по-другому не скажут, наступает в конце конкретный момент. И милитаризация сознания европейцев, она идет стремительно неотвратимо. Вопрос о том, как социолог, я смотрю, и что там делают европейцы. Они изучают возможности возобновления призыва в Германии, усиления, скажем, милитаристской риторики в Польше, что-то французы пытаются вопрос спрашивать у населения относительно того, что можно ли войска применять в других странах. Называйте десятки причин, то есть люди меня слушают и сами вспоминают, что давайте отложим просто эту информацию и все признаки того, что реализуется милитаризация Европы. Вот и все, и ответ на вопрос. Все остальное это для бедных разговоров. То есть для украинцев. И для украинцев в том числе. Украинцы в данном случае расходный материал для европейцев. Ни больше, ни меньше, к сожалению. Так о каком процветании тогда все говорят? Подождите. А кто какое вам сказал процветание? Как сейчас речь о процветании. Уитков. 60 миллиардов дали сейчас на войну украинцев. Это дали на оборону? Это на что? На мир? Нет, на продолжение войны. Александр, вы меня поправьте. Я же не Уитков и не рассказывать. То есть вы спрашиваете меня, и люди слушают не только меня, не слушают других людей. Переговоры – это переговоры. А вопрос о том, что происходит на самом деле. Демилитаризация хотя бы в башке наступает? Нет, ее не наступает. Зеленский говорит, он ударил по Капустиному Яру. Смотрите, Генштаб официально опубликовал какие-то ангары, людей эвакуировали оттуда. Вот, перемога. На фоне того, что происходит вообще с энергетикой, экономикой, фронтом, где отступают, пятятся назад вооруженные силы Украины, на фоне того, что нужно было, прям спасать нужно было украинский фронт от старлинков. Да, это тоже отдельная прям такая история, которая, конечно, играет на вашем поле в выбивного, потому что, давайте так, Маск пошел, Федоров попросил, Маск пошел навстречу, теперь все старлинки должны быть верифицированы. Какое-то время это займет для того, чтобы каким-то образом утрясти, но тем не менее, давайте будем откровенны, Америка в этом конкретном техническом вопросе не нейтральна, не посредник, не со стороны смотрит. Почему? Потому что можно было сказать, подождите,
Ну, мы компания, мы против войны, SpaceX, мы ничего никому не продаем, точнее. Ну, кто хочет, тот покупает. Покупайте вы, покупайте вы, покупайте пятые. Мы не знаем, там передают, не передают. Нет, украинцам, получается, можно, а россиянам нельзя. Почему эту тему поляки подняли? Там первое время там была такая перепалка между Сикорским и Маском, потому что поляки оплачивают деньги, ну, собственно, Маску. И поэтому вполне может быть так и получилось все у Федорова с Илоном Маском, потому что ну, платят деньги поляки, да, то есть, ну, поэтому нужно было что предпринимать. Это все не бесплатно. Но с позиции там коммерческой организации нейтральность это означает, что мы вот всем продаем все как вот ну, китайцы молодцы, они продают и в Украину комплектующие, и в Россию, и везде продают. Вот, пожалуйста. Но возникает другая проблема. Когда Зеленский говорит о том, что для того, чтобы захватить Донбасс силой, Россия должна положить 800 тысяч трупов. Как оценивать это? И действительно ли все идет по очень понятному сценарию, описанному еще так ну, какое-то время назад, да, что значит, переговоры завели в тупик, провалили специально, сделали обмен для картинки, хотя там, конечно, фигуранты такие, что не хотели их менять. Об этом говорит российская сторона, что Киев не хотел их принимать. Киев говорит, что вот там есть такие, что уже считались погибшими, находят этих мужчин, да, которых обменяли. Один гражданский тоже там есть. В России тоже. Ну, там меньше подробностей о фигурантах обменов, конкретных солдатах, военнослужащих. Но, в принципе, очень позитивный сигнал, что, смотрите, теперь вот обмены пошли. Раньше стопорились на списках, а сейчас там обмены пойдут чаще. И вроде как хорошо, движемся правильно. Однако цель и задача затянуть, сорвать, каким-то образом сделать его пустым, этот Абу-Даби, ради того, чтобы вынудить российскую сторону весной пойти на ограниченную, ну или еще какую-нибудь мобилизацию. Ну, слушайте, прогнозовый сценарий сколько угодно, но действительно соглашусь с вами в одном, что сейчас то, что происходит, это отнюдь не о мире, потому что, еще раз говорю, те даже пункты, которые обсуждаются для публичного обсуждения, ну, допустим, то, с чего мы начали с вами эфир, 800-тысячная армия. Но кого этот вопрос интересует в условиях мирных переговоров? Но не об этом же речь должна быть. Гарантии безопасности и доверия, вот, на мой взгляд, две базовые вещи, которых на сегодняшний день нет. И правильно вы сказали, что если американцы участвуют непосредственно, скажем, ну, закрывают для России что-то в рамках, скажем, позиции занятой, что они как бы нейтральная страна, но я вам скажу больше. Скажем, происходит следующий момент. Роснефть и Лукойл такие тоже попали под санкции, допустим, несколько месяцев назад при Трампе, правда ведь? Еще какие-то ограничения против теневого флота России. Вот это все, что Россию тоже как бы поддавливает сейчас с разных сторон. То есть как бы и я полагаю, что это как раз не о мире, это либо задача заставить Россию пойти на уступки, с одной стороны, а с другой стороны и для Украины какой-то особой альтернативы. Ну, территории там 25% Донецкой области, но не об этом речь, еще раз говорю, Александр. Еще я, как человек, который участвовал в этих процессах, элите украинской Донбасс был не нужен еще в 2014 году. Это же очевидная вещь. Но если вспомнить и открутить картинку назад, они бы ее уже тогда отдали Донбасс. То есть, понимаете, в обмен на что-то можно было менять тогда, там, и причем, учитывая, причем Донбасс, на самом деле, согласно Минску, не ушел из Украины, он был какой некий автономный статус сохранялся, можно было эту историю заморозить. Но почему-то даже за 8 лет не сделали. Я просто вот говорю, я открутил пленку назад. Сейчас та же самая история, какие-то, скажем, ставятся заранее невыполнимые условия. Ведь не об этом речь идет. И мы с вами сейчас, условно говоря, обсуждаем, привлекается огромное количество людей, которые еще скажут, да вот мы видим так ситуацию, видим так. Но самое главное, вы сказали, какую конкретику. Каждый месяц мир отодвигается все дальше и дальше. Мы с вами примерно там раз в месяц встречаемся в эфире, не написано раз, наверное, в 2 месяца, мы слышим какие-то прогнозы. Сколько мы с вами в 2025 году слышали? Весной, напоминаю, просто откручиваю пленку опять обратно. Трамп пришел, выборы на Украине должны пройти, вернее, обозначены весной, летом должны состояться. Я ничего не попутал, да?
потом выборы уже не нужны на Украине, что нужно договариваться, я войну закончу за один день, за одну неделю, за один месяц, за полгода. За это время сколько раз сроки сдвинулись, и теперь возникает ключевой и базовый вопрос. А ситуация на фронте стала лучше или хуже? Она стала хуже, потому что все больше людей вовлекается в этот конфликт. Для Украины ситуация стала хуже, потому что энергосистемы нет. То есть добили советский ресурс, которым, кстати, не сказали спасибо, потому что Украина держалась за счет советского прошлого, никакого другого. И вот за счет того, что это был невероятный запас прочности, его тупо эксплуатировали 30 лет до этого. Ну хорошо, потом, а что вместо, Евгений Иванович? А вместо ничего, Александр, вместо ничего не будет, потому что это вам не Сингапур, это вам не Китай, это вам не любая страна, которая что-то сделала. Здесь ничего, здесь эксплуатировали, дали ресурс, который остался от советской власти. А тот олигархат, который пришел к власти, он же ничего не построил. Он просто присвоил себе то, что сделала советская власть. Ну, что мы должны вещи придумать? Они что-то построили, хоть Азовсталь, хоть Ильича, хоть Криворожсталь? Нет. Они построили не прогресс? Нет. Они что построили? Ну, может быть, там касается перерабатывающих каких-то там, все, что с Каргилом связано, там, хранилище зерна или какие-то еще. Все. Ничего не построено. Ресурс просто присвоен, советский ресурс присвоен там группе лиц, которые считают себя сейчас олигархами. Или таковыми являются. Это не хорошо, не плохо, я просто констатирую. Произошло перераспределение. Просто, но они просчитались многие в свое время. Потому что они думали, что они будут управлять вечно. Вот мы с вами очевидцы тех событий, вы в том числе. Потому что думали... О выборах это очень интересно. Вот это, знаете, на фоне переговоров, на фоне там громких заявлений Зеленского. Я думаю, что вполне возможно Зеленский вот эту историю с тем, что погибших 55 тысяч за 4 года, подтверждено, много, конечно, пропавших без вести. Это вообще вброшено, ну, с какими-то такими... Я вот, кстати, хочу с вами поговорить на эту тему. Зачем это Зеленскому вообще было говорить? Ну, вот Трамп выходит каждый день, говорит, что гибнут там по 20 тысяч человек в неделю, там, или, ну, вот такие у него цифры. Там 100 тысяч, ну, 500 тысяч, миллион называют, только с украинской стороны. То есть вообще одни говорят, что это космические цифры, а Зеленский вот берет самый-самый-самый-самый минимум, какой-то там... Ну, мы все поняли, что это тем, кому выплатили, наверное, вот эти деньги, да, за потерю бойца, да, потом кормильца, военнослужащего, в общем. Наверное, вот такой расчет. А если мы берем реальное количество погибших, то остальным-то денег и не будет. Ну вот правда. А вы представляете, какая-то сумма? Ну это как бы отдельная деталь. Тут в другом вопрос. Он это говорит для того, чтобы нам как бы дать понять, что, во-первых, не все так страшно. То есть у нас происходит абсолютный парадокс. Только что Зеленский говорит, что вот кровавая война, ужас и кошмар, дольше, чем Великая Отечественная, зверячее вбывство, вот это вот все, да? С другой стороны, говорит, 55 тысяч. А любые нормальные люди так посмотрят, сравнят с Газой, сравнят там еще с какими-нибудь конфликтами, которые длились, ну, умножат на 4 года, например, где-то год воевали, умножат на 4, они немножко могут понять, сопоставить. Но как-то вот вообще не бьется математика. Уже там и про СЗЧ, и про отчеты, и ТЦК, которые 30 в месяц ловят, и 20 тысяч тел уже посчитали, которые передала Россия. Это только Россия передала. В общем, исключительно такая манипулятивная история. И кто-то может сказать, ну, наверное же, к выборам. Ну, выходит глава бывшая партии «Слуга народа» Шуляк и говорит, выборы невозможны. Получается, что Зеленский ставил на выборы. У Зеленского сейчас в политическом смысле вообще все на мази. Последние рейтинги нам говорят о том, что Залужный 9% потерял. Представляете? Евгений Эдуардович, Залужный, отец нации потерял. А тут выборов не будет. Короче, какой-то разброд и шатание, и нет стройной логики. Это что получается? Запад отбрил Зеленского с идеей выборов во время войны? Значит, смотрите, давайте так. Вот это называется чистая девальвация. Вот сейчас по факту, коротко.
называть 50 тысяч, все люди, которые находятся, все, я не люблю фразу такую ко всем, но действительно все посмотрели и считают это не на здоровье Зеленскому, нет, это не усиливает его позицию как лидера. Второе, вы думаете, что вопрос о том, что Залужный где-то там в Доминикане или где-то отдыхал, общался с Порошенко и с кем-то, я же украинские источники тоже читаю, но вы думаете, вот эта дичь, она зайдет людям, что ли? А рейтинг относительно того, что у Зеленского в декабре 25-го был 61 уровень доверия и в январе 26-го уровень доверия 61, что это ему на здоровье будет, что ли? Понимаете, вот эти манипулятивные технологии, которые заменяют собой социологию сейчас, и социология, псевдосоциология, которая заменяет собой пиар, она на здоровье точно не будет. Это не та история, которая добавит ему преференции и преимуществ. Теперь относительно того, что будут, не будут выборы. В этих условиях эти выборы не нужны ни Зеленскому, ни кому-либо другому. Я просто говорю здесь вот в таком, знаете, как сказать, я смотрю с точки зрения технологий даже, тут не стоит, с точки зрения даже там каких-то там моральных, каких-то там политических аспектов. Я не вижу сейчас технические исполнения, хотя бы, которые интересны именно украинской элите. Давайте я так попробую сформулировать. Никому не выгодны, кроме Зеленского, сейчас выборы, потому что он везде будет душить оппонентов. Это очевидно, это не будет не паритетно. И в задаче спрашивается, зачем вам, люди, хотелось бы грубее сказать, выборы, вот, которые на Украине, которые, условно говоря, вот этот круг, ареал, который, условно говоря, там, ну, люди, которые там, ну, потенциальные оппоненты, но тем не менее находятся в одном парламенте со слугой народа и так далее. Ну зачем вам выборы? Зачем вы идете и правила игры будете соблюдать, в которых вы лузеры по определению, вы будете просто статистами для решения задач Зеленского. Вот вопрос не могу понять, зачем. Не с точки зрения Трампа, что выборы нужны. Но Трамп отказался, ребята, еще по весне прошлого года от выборов, потому что, ну, посчитали, посидели умные люди, подумали, ну, зачем заниматься профанацией, если профанации и так много. Ну вот изучайте социологию с 61% доверия Зеленскому. Изучайте социологию, согласно которому Залужного рухнул рейтинг за отдых на Доминикане и общение с кем-то из пула Тимошенко или с самим Петром Алексеевичем Порошенко. Но в эту дичь уже никто на нее не ведутся. Вот это как раз и есть тот белый шум. Вот мы тратим, к сожалению, время, а мы видим другое, что реально происходит. Энергосистемы в стране нет. Еще 1-2 удара, и она будет фрагментирована. То, о чем говорят серьезные эксперты. Поддержки Украине как таковой нет на Западе целенаправленной. Есть вопрос, либо ее эксплуатировать как ресурс в борьбе с Россией. Это очевидные вещи, по-моему, вот для всех на Западе, но почему-то только не для украинской элиты нынешней. Для Соединенных Штатов эти вещи тоже очевидны с точки зрения того, как использовать этот оставшийся ресурс Украины, в котором добили уже советское наследие или практически добили. Что с этим ресурсом делать дальше? Вот это вещи, на мой взгляд, важные. А политический шум в виде выборов, ну, он никому не нужен, он никому не интересен сейчас. Ну, просто никому не нужен. Прежде всего на Украине. Я задам простой вопрос. Зачем людям участвовать в этом процессе? Вот слово «зачем». Имитировать, сохранить Зеленского у власти? Ну, извините, но не та история. Вспоминаю Нуланд. Решать все равно будут не здесь, хотя, ну, предоставят людям возможность как бы проголосовать. Ну, вспомните про Кличко, кто будет мэром. Ну, это что, Кличко стал по мановению волшебной палочки Нуланд. Правда ведь? Кличко будет мэром, он мэр 12 лет. Тетку Нуланд вспоминайте. Яценюк, у него короткая жизнь была политическая. Вот он проект «Одногодка». Нужно было пройти в парламент в 2014 году. Вот он получил свои 30% голосов. Ничего не путай, люди. Но это на 1 год случилась история. Дальше политической жизни нет. Вы для начала восстановите хотя бы более-менее нормальные условия. Но тогда во что-то уже играйтесь. Но правил нет. Это даже не в Чапаева играть. Это не в шашки играть шахматами. Я не знаю, ну какие вам еще аргументы привести? Погодите. Ну, то есть договоренностями не пахнет, значит, и вопрос легитимности поднимать смысла нет. А нет, он есть вопрос, но такие выборы, это не повод, он не будет. Эта легитимность будет сомнительная, условная, недостоверная. Ну, напишите еще там 5 синонимов, которые это будут говорить. И хоть какая-то легитимность... Еще раз. То есть, получается, лучше никакой легитимности, чем сомнительная? Послушайте, президент Сирии, он что, на выборах, что ли, выбран был? А, ребята?
Он на выборах был выбран, президент Сирии, с которым встречался и Трамп, и президент России. Я вам задаю простой человеческий вопрос. Ну что, ну кого мы сейчас пытаемся обмануть в этой истории? Ну найдется какой-то способ решения, ну не выборным путем. Ну поймите вы простую вещь, ну зачем? Ну хорошо, нет, подождите, можно делать все что угодно. Потом провести сомнительные выборы, чтобы потом сомневаться в этих выборах. Ну ребята, ну как-то так уже, ну где-то же должен быть заканчиваться или начинаться здравый смысл, я не знаю. Но будет другое решение, поймите это. Сомнительные выборы, сомнительная легитимность, она и сейчас сомнительная. Задача спрашивается, я не говорю, что ее не нужно. Но этим путем что вы, Александр, сделаете? Ну вот вы начальник сейчас Украины. Вы сейчас хотите выборы. Вы имеете равные или относительно равные возможности вот для ваших друзей, условно говоря, журналистов, представляют какую-либо партию. Моделируйте ситуацию здесь и сейчас. Нет, конечно, потому что один из президентского пула, у него все, эфирное время, деньги, все. А вас будут бить за то, что вы говорите оппозиционные вещи. Вы хотя бы поле информационное наладьте. О чем вы будете говорить, о чем вы будете спорить, ребята, если вы возвращаетесь в эту, политическую жизнь? Очень интересно. Ну, смотрите, а по-другому же власть не поменять? Да почему? Ну, я вам Сирию показал. Ну, в конце концов, Трамп вам показал, извините, это очень нехорошее сомнение. Ну, он же объяснил, как это работает. Вам объяснили это на Венесуэле. Я ни в коем случае это, как говорится, не ставлю во главу угла, не говорю, что это хорошо или правильно по жизни делали. Они захотят, они это сделают. Это же... Хорошо, ради чего? Ради чего сделать? В Венесуэле они сделали, они решали свои задачи. В Украине ради чего это возможно? Я не знаю, какую задачу они хотят. Я сейчас вопрос о том, что сейчас на поверхность выводятся новые фигуры того же Федорова и Буданова. Молодые люди, Зеленский тоже не старый человек, ему 50 лет нету. А это вообще 35 и 40 лет молодые люди. Но это новая генерация, новое поколение, которое выросло вообще в новых условиях. То есть вы серьезно думаете, что Федоров, Буданов это вот... Я не думаю. Я просто смотрю на то, что какие фигуранты сейчас становятся предметом обсуждения. Кем? Их же Зеленский назначил. Это ж яблочко от яблони, понимаете? Яблонька от вишенки далеко не падает. Да, мы это изучали в советское время. Давайте будем откровенны. Давайте откровенны. Это же какой-то, не знаю, цирк, понимаете? Это вся цирк, это говорить о выборах сейчас, назначать вот эту картинку, показывать красивую 4 главнокомандующего, Сырского, Буданова еще. Вот это цирк, понимаете? Эти люди имеют уровень доверия, но это никак не конвертируется в политический рейтинг. Вот это цирк, то есть не путайте праведное с грешным. Вот это цирк. Я просто говорю о том, что сейчас предлагаются фигуры, которые не в политическом процессе. Это не значит, что организована новая партия, у которой там рейтинг. Это просто люди, которые в политическом, в смысле, в военно-политическом пространстве находятся сейчас. Но это отнюдь не о выборах, понимаете? И опять-таки о том же Залужном, вы же понимаете уровень экспертизы, когда на 9%, это же вы украинские источники, мы с вами цитируем, на Украине что, кого-то волнует, будет ли Залужный... еще там написали, что он еще не совсем хорошо справляется с обязанностями посла. Ребята, это вот вы теперь, 9%, если можно, я совершенно иронизирую, вот вы сейчас набросили Залужному, вот просто набросили в плюс. Карму ему там политическую нынешнюю, короткую, правда. Вот это сделано плюс. Ага, если так, если он не справляется, человек, который... Саша, давайте так, еще раз говорю, можно делать все, что угодно. Но сейчас речь идет о выживании, о картине какого-то будущего, в каком статусе будет Украина. 800-тысячная армия, я вас, не об этом речь идет. Страна с безъядерным, хорошая оговорка, безъядерный статус, внеблоковый статус, вот это будут гарантировать Соединенные Штаты. И дальше эскалация конфликта. Об этом сейчас идет речь. Хорошо. А не о выборах. Эскалация конфликта какого рода? Нам же что говорят из телемарафона? Что Россия не может взять Донбасс,
Если Донбасс, то 800 тысяч трупов, и нужно будет мобилизацию объявлять в России. Они там загнутся, надо на нее давить, на эту Россию. Даже вышел и абсолютно такой весь позитивный, в духе мирных инициатив Трампа выступающий, вот этот представитель НАТО в Европе, Уитакер, да, выходит и говорит: слушайте, мы будем, конечно, продавать оружие. Ну, то есть Европа пускай покупает, отправляет в Украину, а мы готовы, мы за, мы не против. Это действительно надо укреплять, так сказать, Украину. Да? Мир, как бы оружию не помеха, мы готовы продать. То есть абсолютно выводится другая история. А может Россия сейчас перевернуть, на ваш взгляд, вот эту доску и путем этой эскалации, ну, скажем так, к чему-то принудить? Ведь смотрите, как он выпетлял из гуманитарной катастрофы, ну, имеется в виду Зеленский. Он селекторы проводит. Все нормально. А выходит Корчинский, его товарищ, ну, который ему служит, и говорит: если вы вдруг подумали, что президент грешный, пойдите в церковь, помолитесь за него. Никаких претензий во время войны к власти выше мэра нельзя высказывать. Ну, Александр, я, конечно, дико извиняюсь. Я Корчинского еще не комментировал, да, вот, если честно. Ну, а если так вот говорить по-серьезному, смотрите, у Зеленского сейчас как раз ситуация не самая хорошая. Этими селекторами ситуацию в энергетике и с экономикой страны точно не решить. Сейчас количество проблем внутренних проблем значительно больше, чем мы себе можем представить. Потому что прежде всего на Украине вот этот внутренний конфликт разворачивается внутри общества. Это уже в новых условиях, в новых обстоятельствах и в новых реалиях, с которыми это прежде всего связано с картиной будущего. И вопрос, я не знаю, какие там селекторные совещания, не знаю, какая там критика или не критика Зеленского. И не могу сказать, будет ли наступление России там, и сколько человек они объявят частичную или какую мобилизацию. Я знаю о том, что ресурс на Украине сейчас быстрее заканчивается, чем он заканчивается в России. А с другой стороны, я знаю точно на сегодняшний день, что Россия сейчас, вот, то, что произошло в Анкоридже, мне до конца некоторые вещи не очевидны, но могу предположить, что у Путина с Трампом есть некие договоренности, которые являются где-то в кулуарах, и какие-то все-таки договоры они соблюдают, или какое-то движение в одном направлении они делают, несмотря на, скажем, санкции против Транснефти и Лукойла, несмотря на то, что, в принципе, и с теневым флотом какие-то вопросы есть, и разведданные, все это вы правильно называете. Но я полагаю, что какие-то перемены произошли после встречи в Анкоридже. Я думаю, что, скорее всего, пока этот ресурс Россия не исчерпает до конца, она будет соблюдать и пытаться договориться прежде всего с Соединенными Штатами. Вот здесь, я думаю, у России есть интерес. И возможности, извините, больше. И здесь не европейцам решать вопрос. Я думаю, что они пока этот ресурс будут использовать. И вопрос касается наступления, думаю, нет. Я думаю, технически и возможности оружейные у России сейчас значительно выше, об этом говорят западные эксперты, чем у Украины на сегодняшний день. Вот это я могу сказать точно. И насколько хватит энергетики или насколько хватит инфраструктуры Украины весной, я не готов сказать. И, по-моему, в 2022 году говорили о том, что у России на 2 недели хватит чего-то, там, на 2 месяца, потом на полгода. Но мы это уже проезжали, временные эти рамки и подвижку этих историй. Вывод у меня один. Я думаю на сегодняшний день, что Россия и Соединенные Штаты имеют некий план, который позволит им решать задачу прежде всего 2 странам. И риторика, которую ведут сейчас Соединенные Штаты относительно даже Украины, она не в пользу Украины идет. Это очевидные вещи. И условно того, что сколько будут платить европейцы за Украину и как долго будут платить, для меня сие тоже пока непонятно. Пока будут платить 60 миллиардов на войну, 30 на инфраструктуру хватит. Возможно, да, год-два, мы возвращаемся к началу нашего диалога. Возможно, этот ресурс пока берется во внимание. А дальше, кто его знает, какие форс-мажорные обстоятельства возникнут в этом мире. Американцы как взяли, так и ушли из Афганистана. Взяли просто и ушли. И все произошло, это у Трампа будет по-другому.
У них есть то, что себе в плюс и в карму могут себе записать. С другой стороны, вот эта эфемерная история относительно того, что Зеленский хочет дождаться до промежуточных выборов Соединенных Штатов, возможно, имеет под собой какую-то там основу, или когда мы там говорим, как бы там, смотря на небо, говоря о том, что там глобалы и не глобалы, там, или, не знаю, с федералами, с кем-то там глобалисты договариваются. Возможно, это и есть какая-то сиенная неведомая история. Но многое приземлено сейчас, очень многое. Соединенные Штаты вполне конкретно действуют в этом мире и добиваются вполне конкретных, серьезных результатов по проведению своей политики. Украина в данном случае это инструмент, один из немногих, который будет использоваться до тех пор, пока это возможно, пока это управляемый процесс. Вот в этом я убежден. Со стороны Запада. Вот нравится это кому-то или нет. Ну, частично управляемый, имеющий большое влияние, или который подвержен неким манипулятивным вещам. Это да, потому что деньги идут оттуда на содержание того, что происходит здесь. Вот простое заключение. По-другому это не работает. Нет, я просто пытаюсь понять. Инструмент в чьих руках? Вот вы говорите Запада. Какого Запада? Британия, Франция, Германия пока драйверы этого процесса. Против кого? Против России или против самого же Трампа? Ну, думаю, что, скорее всего, свои внутренние дела они будут решать сами опять-таки, и за счет Украины, и за счет России. Но в данном случае у них там, в конце концов, давайте так, британцы были выходцы из Британии, из других стран, они в конце концов тоже воевали за независимость против Британии. Сейчас это ближайшие союзники. Соединенные Штаты будут праздновать свои, 250 лет. Было и в их истории, они воевали. Такое тоже случается. Не всегда договаривались. Но пока это одно целое, они близкие союзники. Да, у них есть расхождения, но расхождения за счет туземцев. Видение, как распоряжаться туземцами, их жизнями, это решают эти товарищи. Пока другого мир не придуман. Поправьте меня, если я не прав. Не знаю, как они решают этот вопрос, но американцы, возможно, не решают, если читаешь аналитику американскую, нам интереснее зарабатывать деньги. Мы там имеем землю, BlackRock, мы имеем там миллионы гектаров земли, это ж ничего себе, это можно изменить цены на мировом рынке или на европейском как минимум, правда ведь? Сколько Украина там зерна давала, экспортировала? В тройку входила, да, до войны? Дальше, что мы можем еще? Там редкозем есть, еще что-то есть. Там подтвержденные, неподтвержденные запасы, но они тоже существуют. Есть какие-то условия, да. А если мы с русскими договоримся, у нас есть возможности работать, у нас все-таки экзистенциальный главный сейчас вызов для Америки не Европа, а Китай. И Россия в данном случае, если у нас чуть полегче будет с Россией, то, возможно, и мы получим с этого какой-то гешефт. Почему нет? Но Украина в данном случае сейчас точно не фигурант, в том плане, имеется в виду, не субъект. Да, субъектность ее сохраняется теми вооруженными силами, той структурой, которая сейчас находится на фронте. Это забывать нельзя. И нельзя говорить, что она абсолютно не субъектна. Но опять-таки этот субъект зависит, опять-таки, краник выключат, деньги не пойдут, оружие не пойдут, патроны, снаряды, щихи не пойдут, все. Этот вопрос закрывается в течение нескольких дней, недель. В понедельник прошлый во Львове 44-летняя женщина расстреляла из травмата бус ТЦК. Прокуратура об этом сообщит. Это у них такой кондовый язык, ужас, в общем. Не люблю это все, но бюрократия, да, плюс как протоколы пишутся, да, полицейскими, прокурорскими. Такой, черти что, написали, лишь бы было написано. Протокол еще говорили, помните раньше? Протокол. Значит, шла себе женщина, увидела бус ТЦК, выхватила пистолет и давай стрелять. Там были полицейские, ТЦКшники, слава богу, никто не пострадал. От лет 7 ей дадут, будут просить. Вот такая ситуация. Представляете, просто шла мимо, увидела бус, ТЦК, давай стрелять, и начинает стрелять из своего травматического пистолета. Заполонили просто вот эти истории с насильственным задержанием. Причем интересно, что в Одессе был сегодня случай, разошелся массово просто от того, что это невиданное, что-то неимоверное. Убегает парень, его хватают
дергают к себе, валят на землю и бьют ногами в Одессе. Женщина выскакивает, кричит, что вы делаете, там на них трехэтажным. Ну, у нее не было травмата, не было пистолета. Тут говорит, я был на войне, и продолжает его лупить ногой, понимаете? Этого будущего. Прошлый будущего продолжает лупить ногой. Воин света, воина света в будущем лупит. Вы понимаете, какая история? Нам же говорили и ПСО, нам говорили, нет никаких проблем, это единичные случаи. А люди звереют, и схватки все ожесточенное. А официальные отписки вообще на голову не напялишь. Просто шла женщина, решила пострелять по бусу ТЦК. Или, например, вынужденно защищались лежачего человека бить ногой по голове. Это вот защищались от того, что он там оказывал сопротивление. И всем сойдет, как бы бумага стерпит. На видеомонтаж. Ну как, они могут сказать, что искусственный интеллект, потому что факт-то факт. Они говорят, там смонтировано там то, что до этого не было. Вот до этого было страшное, что-то он творил, этот ухилянт. Поэтому, собственно, вот это и получил. И говорили, ну а что вы хотите? Он на Америку посмотрите, на миграционную полицию. Там такие же порядки. Мы ж на Запад стремимся. Евгений Эдуардович, можно сказать, что ситуация протестов против ТЦК и вот этих всех, скажем так, стычек может быть решающим фактором перелома или толчком к этой революционной ситуации? Ну, насчет революционной ситуации я бы не горячился, но спасибо за вопрос, Александр. Давайте так. Ну, к чему пришло? Я, как сказать, попробую дать некий социологический анализ. Безусловно, это может быть стать триггером и одной из причин. Не решающей, не доминирующей, одной из, которая имеет накопительный эффект. То, что это стало системной проблемой для Украины, я абсолютно могу точно это, вот давайте так, некий социологический анализ вам подтвердят вот те ребята, которые социологи работают сейчас на Украине, и любой вот эксперт, который понимает, разбирается в этой ситуации. Это для Украины проблема. Проблема очень серьезная. Раньше, которой проблемы не было, точно могу сказать. Триггер, да. Одна из составляющих перелома, вот слома ситуации социальной на Украине, да. Это очень серьезная проблема, которая раскалывает и разделяет общество. И общество, по большому счету, находится в этом постоянном стрессе, и где сломается, это может быть какое-то там разовое явление, которое эффект карточного домика или эффект домино сработает. Но то, что, давайте еще раз, первое, да, это проблема одна из наиболее острых проблем на Украине, это проблема, разделяющая общество. Но может выступать как триггер, которая поведет, в конечном счете, может привести к слому системы, если это будет. То есть риски слома ситуации в стране, потери управляемости, они возрастают. Это один из признаков, который влияет на это. Потому что этот конфликт, если и дальше будет усугубляться, то, Александр, мы можем более системное сопротивление людей видеть. Но там же еще есть проблемы и со светом, проблемы о том, что одних свет есть, у других света нет. Третий – это вопрос выезда. Четвертый вопрос, вы заметите, здесь даже ни разу не стал вопрос о возвращении к политической жизни. Правда? Вопрос выживания базовый сейчас стоит. Вопрос картины будущего не мира, а какого-то ближайшего будущего. У людей очень короткий горизонт планирования. Люди уже втянулись в эту затяжную войну. Это другая психология. Это психология выживания. Это пора понять. Ведь эйфория первых дней Майдана, вспоминайте, кто там был. Да, это вот завтра все, через 200 дней страна будет жить хорошо, хотя первый Майдан ничему не научил. Потом дикое разочарование Майданом, как первым, так и вторым. Но там уже пошел Донбасс, там уже были другие причины и признаки, и тогда уже эту ситуацию уже никто не открутил назад. То есть тогда уже слом прошел, точка невозврата прошла 22 февраля 2014 года. Вот тогда это случилось. А сейчас вот те, которые накопившиеся проблемы уже новой истории, они имеют свойство к усилению и разрастанию, если хотите, вовлечению туда все большего количества людей и поляризация усилий. А учитывая то, что большое количество людей имеет боевой опыт, для большого количества людей на Украине проблемы, связанные с тем, что с проблемой насилия, условно говоря, относительно своих оппонентов, они уже не являются какими-то никаких моральных сдержек и противовесов не имеют. Вот считайте, к чему это может привести. Ожесточение в обществе нарастает. Это характеристики, которые могут дать. Дальше.
непримиримость, она нарастает. Классовое различие, если хотите, неприкасаемые и те, которые идут на фронт, оно, очевидно, становится все больше и больше. То, что это затрагивает, если раньше это было фрагментарно, когда шла война в Донбассе, это по большому счету большую часть Украины не беспокоило. Сейчас это касается всех, потому что история и возможности выживания людей в этом, остаются, все люди живут здесь и сейчас. И Львов точно не будет сейчас, условно говоря, территорией, где эта картинка видимого благополучия будет лучше, чем в Киеве долгое время. Ничего подобного. Стремительно развиваются события, деградирует инфраструктура и деградирует общество само. Вот такой мой вердикт на сегодня. Подождите, то есть все серьезно задумаются о мире, когда во Львове станет плохо? А при чем здесь плохо? Это просто проблема имеет свойство накапливаться. Если то, чего не видели, что считали, что можно жить светом, сейчас со светом очень сложно стало. Вопрос о том, что выехать за границу, мы вообще эту историю забыли. Вот. Сейчас речь идет не о том, что во Львове станет хуже или еще где-то. Сейчас всем станет хуже. И вопрос касается не светлого будущего, что как мы должны решить там через 3 года, что случится с Россией, а что случится с Украиной здесь и сейчас, в ближайший месяц-два или в ближайшие 2-3 недели. И будут ли ресурсы на содержание страны. Потому что, как вы понимаете, содержать аппараты всех государственных служащих – это не за счет бюджета Украины, это за счет внешней помощи и внешних заимствований. Вот это произойдет сложно, точно. И вопрос содержания армии, в том числе, тоже это внешний фактор. И вот они сейчас полностью от этого зависят. Зеленский выдал, это вот свежая новость, распорядился, дал приказ Шмыгалю готовиться к обстрелам с сентября. В сентябре обстрелом по энергетике. Хороший, долгий горизонт планирования, долгий. То есть, понимаете, сентябрь. Тут это еще зима, не пойми что, там ожидают очередную волну морозов, и непонятно, как с этого выходить, но тем не менее. У меня к вам такой неочевидный вопрос. Вот мы тут, знаете, можем там крутить, вертеть вот этот пазл. Вы сделали упор на Европу, да? То есть Европа, которая платит деньги, Европа, которая там, по идее, они платят деньги, не должны заказывать музыку. С ней там в Давосе очень жестко обошелся Зеленский и вообще так как бы критикует. Но давайте так. Там какая-то странная вещь происходит. Олимпиада же открывается в Милане, в Италии. Зимняя Олимпиада. По спорту не знаю. Захотите комментировать, прокомментируйте. Это, конечно, очередная... В общем, сейчас идет волна, да? Российских спортсменов возвращают. Там водное поло, какие-то соревнования. Всех возвращают. Где-то под нейтральным флагом, где-то без нейтрального. Конечно, больше всего это, конечно, отличился глава ФИФА. Тот, который Трампу премию мира вручал от ФИФА, говорит, елки-палки, мальчики и девочки не играют в футбол, они должны приезжать, играть в футбол. Ничего не дало. То есть основной посыл у него же какой посыл? Да? Это же европейцы, у них западное мышление. Типа, а что это дает? Вот прошло 4 года, не дало ничего. Да? Поэтому надо возвращать. Там ему Сибига говорит, дегенераты только могут так говорить. И, в общем, все такие жестко футболисты там украинские, в прошлом известные, отреагировали. Всех покритиковали, и все. В миротворец снесли, все забыли, выдохнули, все нормально. Заявление и заявление. Никто ничего не возвращает. То Усик сфотографируется, а там этот, скажем, друг Кадырова, боксер, и второй боксер российский. Но нормально же фотографируются, когда там шейх рядом, когда это праздник бокса, Мэдисон Стрит Гарден, все хорошо. А сейчас разгоняют по украинским каналам. А вот смотрите, и показывают, они сидели вообще в разных рядах друг с другом, сидели, имеется в виду, в зале. Усик и этот боксер российский, и он так на него зыркнул, а тут что-то там ему как бы отреагировал, это все видео там, ой, так интересно, слушайте, как им было нехорошо друг с другом. Но волна есть на примирение, вот начиная с этого спорта. Да, вот спорт первый отсекли, и вот сейчас спорт начинает возвращать всех как бы в правильное русло, немножко видя тренды, трезветь. Как вы думаете, вот это вот очень важный сейчас вопрос, спорт, вот эти все вещи, а есть вообще вот этот горизонт у нас, да, какого-то завершения войны, завершения вражды даже, и Европа,
которая, простите, сейчас передают, что свежие новости, что Макрон не хочет сидеть рядом с Венсом на открытии Олимпиады, поэтому не приедет. Да и с Мелони у него там что-то не то. Но с Путиным он собирается встречаться, технически готовится. Разброд и шатание в этой Европе. Они же нам как бы сами говорят, надо заканчивать в Абу-Даби, чтобы потом хуже не было. Почему этот сигнал никто не видит и не слышит? Ну, вот здесь столько разнонаправленных сигналов, как символические вещи спорт, то, что возвращение здесь с вами, ну, спортсменов, там, флага русского и, условно говоря, участие России в соревнованиях, да, это можно назвать вполне таким признаком, который может свидетельствовать о том, что какое-то движение к миру возможно. Но политические решения, на мой взгляд, Александр, будут базовыми и ключевыми на сегодняшний день. Эти, скажем, решения по спортсменам, они могут тоже растянуться на десятилетия. Ну, там через год будет еще с флагом, через 2 года будет 50 спортсменов, через 3 – 100. Не это будет главное. И вопрос, касающийся разброда Европы, он тоже, еще раз говорю, он имеет, вот как моя картина мира такова. Европу рано похоронили на самом деле. Европа довольно сильный, мощный организм при всех издержках и проблемах. Я еще раз хочу это повторить. Больше 30 триллионов ВВП совокупный. Ничего себе в мире. Возможностей еще очень как много. То, что там при всех рейтингах, там, скажем, Макрона, там, кого-то там еще, не знаю, называйте, Мелони, там, ну, короче, любого там, голландцев, французов и кого хотите. Речь сейчас не об этом идет. Макрон очень девальвировал себя как персонаж. Потому что разговор с Путиным, который шел и высветился в эфир, ну, Трамп может себе позволить, ему ничего за это не будет. Но в русской культуре, в российской культуре, это как бы, ну, не камильфо, давайте так. Я не думаю, что для российского руководства этот фактор останется незамеченным. И цена Макрона в этой политической игре, что он хочет себе поднять ставку за счет общения с российским президентом или российским политическим руководством. Ну вот очень уже не факт, что он хочет. А его спросили, а переговоры не хочет он с Венсом сидеть. Это Венс не хочет с ним сидеть. И у Венса совершенно другая позиция. Я абсолютно не идеализирую американцев сейчас. Но у них позиция наступательная, в отличие от всех других. Это они заставили Европу платить, и в том числе Макрона, 5% на оборону. Это они заставили Европу платить за американское оружие, платить за Украину. Вот это сделали они. Я пока не знаю, чего заставил Макрон делать Трампа или Венса. А сидеть он может обидеться, и бог с ним, пусть обижается. Это его проблемы. В данном случае Макрона. Понимаете, Александр? И вот эти вот, знаете, такой вот шум там и стенание по поводу того, что они чего-то не хотят и не могут. Да кто их будет спрашивать в этой ситуации? Американцы добились серьезных успехов на европейском направлении. Они обозначили в стратегии своих место Европы в мире и в американской картине мира. Я не знаю, насколько хватит им усилий в этом. Не сломается ли ситуация после промежуточных выборов. Тем более, что я как социолог скажу, что рейтинг неодобрения Трампа в Штатах, ну, минус 50, скажем так, и плюс 30, по-моему, 3 или 34%. Не самый хороший показатель на сегодняшний день. Но в конце концов, Трампу тоже есть что предъявить. Пока состоятся выборы, еще произойдет много событий, типа а-ля Венесуэла, а-ля Иран или а-ля, скажем, Куба. Я не знаю, что будет. И причем я в данном случае ни в коем случае не девальвирую и не утрирую драма этих стран, понимаете? В данном случае это драма для страны, там нравится кому-то это или нет. Потому что сегодня там можно решить вопрос ударить по Венесуэле, завтра можно еще по кому-то, то есть правил в этом мире нет. И американцам ничего за это пока не наступает, никаких последствий. И в данном случае абсолютно до лампады позиция Макрона. Он сейчас платит за американское оружие. Он сейчас платит за Украину в том числе. И какие вам еще нужны аргументы для этого? А обижаться он может, смотрите, жаловаться в китайскую прачечную тоже. Нет, обижаться на них-то он может, но Путин же может его использовать. Я не думаю, что Путина это сейчас равновесная для него эта фигура. У Путина, на мой взгляд, сейчас еще раз говорю, мое частное мнение. Я так думаю, что Путин очень серьезно, вот то, что я вижу, заточен на диалог с Трампом. Вот это мое мнение. Путин заточен на диалог с Си Цзиньпином. Вот это есть фигуры, с которыми он пытается как-то в этом мире
разобраться в этом мире, как-то действовать, потому что, ну, у России тоже есть сложности, у России тоже есть какие-то задачи, которые, ну, затрудняют решать прежде всего и те же американцы, и европейцы. Ну, давайте так. И все-таки и эмбарго, и санкции, они тоже как бы не всегда на здоровье не только Европе. Но тем не менее Россия пытается как-то договариваться, вести в конечном счете, ну, диалог такой, ну, если хотите, ну, солидный на фоне аргументов, не светя каких-то переговоров, не передавая детали разговора, ну, официальных переговоров, не сливая это в эфиры для всеобщего обозрения пользования. Это да. И я думаю, что в этой ситуации сейчас Россия будет ориентироваться на Соединенные Штаты. А может ли разговаривать он с Макроном? Думаю, да. Ну, у Путина еще много каких-то аргументов есть. И изменения это тоже серьезные. В Европе-то может произойти перемены. 12 апреля состоятся выборы в венгерский парламент. А там сейчас впервые за 15-16 лет, ну, скажем, венгерское нынешнее руководство, оно проигрывает. Давайте так. Новая партия, которая ТИСа, она сейчас может выиграть у Орбана на самом деле. Вот это реальность. А это венгры в этом плане интересные люди. Может что-то произойти. Ну, правда, румынский вариант Джорджеску нам показал, что человек выиграл выборы, и ничего не случилось с ним хорошего. То есть, еще раз говорю, проблем более чем. Диалог, конечно, нужен. Вопрос не в диалоге, Александр, а в политических решениях. Это мое глубокое убеждение. Будут они направлены на то, чтобы это была деэскалация? Будет ли снятие санкций? Потому что мы выяснили о том, что Россия, оказывается, вопросы во всех смертных грехах, но она точно не виновата. И это очевидная вещь. Это то, о чем сказал ну, лидеры Америки сейчас. Вот если мы только опираться будем и цитировать американцев, то Россия в данном случае во многих вопросах и не при делах. Это опять-таки цитировать, если того же опять Венса вы вспомнили в Суе, понимаете? Да, значит, друзья, ну тут расходятся разные, собственно, видео, да, потому что Коломойский на суде поругался с судьей по поводу... Тоже вот интересно, да, по поводу украинской политики. Ничего не предвещает исключительного прорыва. Но Трамп говорит, мы близки к достижению к мира и к договоренностям. Опять-таки, почему так происходит, вообще не ясно. Очень много таких вещей, которые на самом деле, они вот не очевидны. Два слова об Эпштейне скажите, об этом скандале, потому что тут надо как бы четко понимать время, диапазон слива, кто сливает, Минюст США, на секундочку. Значит, как это все откликается. Выборы, которые идут, и почему именно сейчас слили, для того, чтобы это выборы все... Выборы где, которые идут, Саша, извините. Ну, пойдут выборы в Конгрессе, да. Мы сейчас берем самые главные выборы на планете, да. Это Трамп будет хромой уткой или Трамп усилится. Вот я сейчас поэтому, я об этом. Не про украинские. Про украинские мы обсудили, в них никто не верит. Ну да бог с ним. Скажите, вот в чем проблема этих файлов Эпштейна? Вот почему они должны занимать абсолютно обычное общество в абсолютно там стране, которая вообще не до Эпштейна? Ну, там Украина, Россия вот воюют друг с другом. Белорусов что-то должно как бы цеплять, казахов, грузинов, там, ну, вот, европейцев. В чем как бы исторический момент этого слива? Как вы трактуете? Знаете, ну, меньше всего хотел, наверное, отвечать на эти вопросы, потому что, ну, точно, ну, как-то особо ничего не скажу, кроме того, что читаю. Могу сказать, что это девальвация западной элиты. Вот это процесс девальвации. Это вот именно реальные, серьезные вещи, где уровень доверия, уровень понимания. И знаете, почему я лихорадочно думал, он прекрасно понимаю, почему. Понимаете, вот, наверное, вот этот процесс девальвации, который сейчас запущен, он же не только в мире, происходит много таких событий, которые, в принципе, на голову не наденешь. Одна сторона спокойно может украсть президента взять, другая разбомбить центр
страны там, с тысячелетней историей, там, другие могут что-то сделать еще, там, поехать, сделать дать ультиматум какой-то стране и получить за эту грамоту и сказать, что страна теперь в фарватере американских интересов. Решить вопрос по Гренландии, они вопрос решили, оказывается, значительно проще. Ну все, это же беспредел по всем флангам, по всем фронтам, если хотите. И вот это продолжение, вот, то есть, знаете, такой, скажем, если хотите так, не то что бескультурье, а какое-то, знаете, такая вот девальвация вообще человеческих отношений, не то что вот к чему там многие люди апеллировали, там, к совести, еще к чему-то. Слушайте, это уже не работает. То есть оказалось, что все люди, которые так или иначе завязаны с этим, они, в общем, имели отношение к управлению огромным количеством людей. И в конечном счете выступали, если не моральными авторитетами, то людьми, которые отстаивали некие принципы и моральные авторитеты. Я вам хочу сказать больше. Я не думаю, что это там как-то радикально поменяет какие-то вещи. Но вспомните, были эти Wikileaks. Помните это, да? Сколько лет это была история? Сейчас это работает. Да, для того, чтобы кого-то убрать, я вспоминаю, конечно, драму Строскана, потому что мне по жизни довелось с ним пересечься уже после этого события, как его выпустили и оправдали. То есть система может ломать даже глобальная система человека, который реально не последний в этом мире был. Это, кстати, мой аргумент, Александр, к тому, что может произойти и почему могут решаться вопросы на Украине значительно проще, безболезненнее, если можно так сказать, и эффективнее. Человек, имеющий колоссальный вес в мире, Строскан, его сломали вот так через колено, просто ломанули. Потом выпустили и выбросили его. И оправдали. То есть вот это произошло с человеком, который не последний в этом мире был. А что вы хотите с этими списками? Там кто-то уже выпал из окна, кто-то там уже там какие-то наступили последствия, но пока никого ж не посадили. Вопрос заключается в другом. Этот процесс и будет дальше раскручиваться. То есть доверие, моральные авторитеты, ключевые слова, которые есть в этом мире, они, в общем-то, падают. Это как и роль, скажем, отца по церкви, что мало было по католической. Там же тысячи людей были обвинены вообще в страшных садомитских делах, понимаете? Ну и сейчас это же уже не первый раз случилось на самом деле. Но сейчас это будет, может быть, для зачистки или очистки элит, может быть, придет новое поколение. Но я не знаю, участвует Венс в этих процессах, участвуют какие-то молодые ребята, которые там 35-40 лет, которые уже поколение 21 века. Вот, возможно, это способ для некой зачистки, скажем, прихода к власти каких-то других людей. Я не знаю. Но я не думаю, что сейчас этот процесс как-то, как сказать, не то, что может повлиять, он и так влияет на события, но происходят изменения на фоне дела Эпштейна. Вот смотрите, что происходит. Меняется ситуация в Америке. С Мексикой поменялась, с Гренландией поменялась, с Венесуэлой поменялась, с Колумбией поменялась на протяжении нескольких месяцев. Вот это для меня факт и аргумент. Можно ли решить обратно вернуть? Ну, возможно, да. Но, как вы понимаете, уже никто особо не вспоминает о Мадуро на сегодняшний день. Опять-таки говорю, я не морализирую сейчас эту историю. С Ираном совершенно другая сейчас расстановка сил, правда ведь? Да. Вот это важно. Вот это, Саша, важно. А это не знаю. Может, кто-то и пострадает в Америке за это. Может, это где-то очистит ситуацию. Может, это каким-то образом надавит на демократов. Не готов пока 100% сказать. Но вопрос о том, что где какой ресурс власти, вот, вы знаете, вот вспомнил как-то Арестович, вот он иногда очень, сейчас я уйду просто в сторону, если позволите, к рейтингам, к политикам, то есть как бы у него интересное было наблюдение относительно Украины. Вот, я сейчас вернусь к нашим политическим процессам, возможным. То типа у Зеленского рейтинг был, это пару недель назад он говорил, я просто так запомнил и отрефлексировал на это дело. Скажу так, он говорит, что если рейтинг меньше 25, то там тяжело удержаться уже и так далее. А вы знаете, я вспомнил до, условно говоря, довоенную, до Майданную Украину и межмайданную Украину. А вы знаете, у Кучмы это рейтинг был и 8,9%, правда ведь?
И самое главное, вы знаете, вот в этой, почему я обратил на это внимание, что когда система живая и страна может как-то держаться, и у Украины была какая-то перспектива сохранения этого нейтрального статуса, удержать систему между, вот можно было тогда решать даже, ну, как бы с девальвацией, там, допустим, доверия к лидерам. Но была некая, скажем, политическая жизнь, которая была конкурентоспособна. А у Ющенко, вспомните, на последний год его в 2009 году перед президентскими выборами, там он свои там 4-5% получил, вот вам цена вопроса Ющенко. Оказывается, его рейтинг был совершенно крошечный по сравнению с тем, как он, условно говоря, нечестно выиграл выборы у Януковича первый раз. Ну, цена вопроса, карма его настигла, по большому счету. Вот и все. Вот в жизни бывает. Но это как раз пример к тому, что когда страна имела некую картину будущего в виде там, нейтрального статуса, это была ценность. Это была ценность, это была возможность для страны. Причем для элит, которые, в принципе, распорядились постсоветским имуществом, скажем так. И для людей, которые видели себе некую картину будущего. Там страна нейтральная, которая между Востоком и Западом, где была историческая возможность. Сейчас такой возможности нет. Поэтому мы с вами обсуждаем пленки Эйпштейна или там что-то. Да, интересный взгляд такой специфический. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк нашему сегодняшнему эфиру, напишите, что думаете в комментариях, подведем итоги опроса и несколько вопросов от аудитории. У какой из сторон в контексте войны в Украине есть возможность провала, причем больше, чем у остальных? 3% США, 4% Россия, 25% Европа и 69% Украина. Красноречивый ответ на вопрос. То есть... Слушайте, очень достойно, да. Ну, то есть очень достойно, вариант провала Украины. Ну, это, собственно, очень разумно, на мой взгляд. Вполне разумно. Перейдем к вашим вопросам, уважаемые зрители. Всем большое спасибо, что подписываетесь и на клуб зрителей, закрытый клуб зрителей в телеграм-канале, конечно, в YouTube не оставляйте, как говорится, без лайка. Благодарю вас за это. Перейдем к вашим вопросам. Уже можно их писать в чат. Значит... Поехали. Лина Вострилова, вопрос. Если бы 90% украинцев были не согласны с Зеленским, войны бы вообще не было? Доминирующее умонастроение в обществе делает погоду, как вам кажется? Хороший вопрос. В каких условиях? До войны, возможно, да. Во время войны нет, потому что мнение 90% украинцев никто спрашивать не будет. Тем более, что на чувствительные такие вопросы, вы же понимаете ответы, любите вы Зеленского, доверяете ему, ну, ответ очевидный. Потому что в данном случае во время войны вряд ли, до войны возможно. Петр, Евгений Эдуардович, все эти обмены телами, обмены пленными, не кость ли всего лишь с жирного стола переговоров, брошенная алчущему мировому обществу? Все сливки ему так и не вкусить? Хороший вопрос, но дело в том, что это наша трагедия, это наша драма. Мировому сообществу, извините, это им по большому счету глубоко плевать, большинству, особенно политикам. Угу. Александр. На днях генсек НАТО Рютте, выступая в украинском парламенте, гневно осудил удары по инфраструктуре Украины. 25 мая 1999 года во время пресс-конференции спикеру НАТО Джейми Ши задали вопрос: зачем вы, нанося удары по инфраструктуре, лишаете население Сербии не только электричества, но и водоснабжения? Спикер НАТО ответил: боюсь, электричество также управляет системами командования и контроля. Если президент Милошевич действительно хочет, чтобы все население имело воду и электричество, ему достаточно принять 5 условий НАТО, и мы прекратим эту кампанию. Но пока он этого не сделает, мы будем продолжать атаковать те цели, которые обеспечивают электроэнергией его вооруженные силы. Вопрос: это биполярное расстройство или это то самое международное право? Это то самое международное право, которое касается тех, кто не согласен с общей повесткой. Да, потому что я в Белграде видел разрушенное министерство и здание телевидения, и все, и сербы этого не забудут. И более 70 дней они держались, и за 99-й год. И, кстати, на Украине тогда количество противников НАТО резко возросло.
Вот чтобы это было два периода. Первый из них был это именно после марта 99 года, после того, как начались бомбардировки Белграда. И так общественное мнение Украины было против вступления в НАТО тогда, подчеркиваю, 99 год. А тогда даже на Западной Украине количество противников НАТО стало существенно больше. Это вам ответ на вопрос. Потому что на Украине люди понимали цену вопроса и понимали, что значит расправляться со страной и абсолютная, ну, скажем, где была абсолютная тотальная несправедливость. Но в мире понятие справедливость это только для сильных получается, и то абсолютно искривленное. Чат трансляции. Юрий, почему электроэнергию Россия выключает, а газоснабжение нет? Ага. Ну, я думаю, что, скорее всего, это другая, как бы, ну, извините, часть другой инфраструктуры, потому что знаю, что в высотных домах это все-таки выше 9 или 12 этажей, если мне память не изменяет. Это газ, а выше это везде электричество. Но суть не в этом. Я думаю, что, очевидно, если и продолжится действие в этом направлении, то, думаю, и с газом это тоже вопрос времени. Какие цели достигнула Россия в Украине? Отошли от Киева, сдали Херсон, Харьков. Дальше что? Еще 5 лет войны, а экономика выдержит? Ну нет, конечно, пишет вам пользователь. Ну, значит, я думаю, что человек и задал вопрос, и сразу и дал на это ответ. Я могу сказать, что, на мой взгляд, ну, время в этом случае сейчас будет в ближайшие несколько, наверное, месяцев, станет очевидным, насколько ресурс Украины выдержит или насколько ресурс России. Но в данном случае сейчас пока ресурсы тратят все. Вопрос заключается в том, кто быстрее потратит. Где был Копатько в 2014 году? Спрашивает гневно пользователь в чате трансляции. Где вы были в 2014 году? В Киеве наблюдал за этим совсем, как людей в мусорные баки бросали. Вот, это я видел, да. И как объясняли, что если человек не сторонник Майдана, то это уже не совсем правильный человек, что ли. Мы это уже видели. Значит, лучше потерять Украину, чем потерять жизнь? Или все наоборот? Ну, судя по как бы пропаганде, то наоборот. Знаете, вопрос для многих людей уже очевиден, потому что количество людей, которые выехали из страны и не связывают свое будущее с ней, как раз говорит о том, что для многих людей этот выбор уже сделан. Для тех, кто остались на Украине, я думаю, что вопрос и выбора особо не стоит. Стоит вопрос выживания, как бы это дико и жутко сейчас не звучало. Валерия, как долго еще может продолжаться принудительная мобилизация в Украине? До того, пока не сломается, ситуация не сломается и выйдет из-под контроля. Александр, отчасти это ответ на ваш вопрос, что это триггер, причина, это и триггер, и причина может быть. Принудительная мобилизация при определенных условиях и при, скажем, соединении с какими-то другими проблемными моментами внутри страны, она может привести к процессам, которые приведут к разрушению общества окончательно. Значит... Вот такой вопрос. Ну, тут пишут, да, 78 дней бомбили Сербию. Тут как да, бы 4... больше 70 дней, да. Тут как бы 4 года, простите, пожалуйста, да, и тоже не видно ни конца, ни края. Так, значит, вот был вопрос, да. Скажите, пожалуйста, могут ли гипотетические Мураев и Мосейчук ужиться в одной Украине? Сейчас не готов сказать, но раньше, наверное, разные политические силы вполне уживались в парламенте. И регионалы, и свободы, и коммунисты. Пример жизни уже такой был. И, кстати, это ответ на вопрос. Сейчас не знаю. Раньше это было возможно, так или иначе. Потому что если ценностью было, скажем, статус Украины, там, нейтральный, и возможности зарабатывать, и, в общем-то, как строить страну, когда есть и доброжелательные отношения и с Россией, и с Европой, то ресурсов было значительно больше. Сейчас не готов сказать. Почему? Да, почему нелегитимный президент Украины получает зарплату?
Ну, вопрос точно не ко мне, Александр. Вопрос, если президент нелегитимный, то он и привозит вполне легитимные деньги, с которых платят зарплату госслужащим Украины, правда? Но, правда, и возникают другие казусы, касающиеся и налички, о чем мы, кстати, узнали, для меня много интересного. И дело Минича, и вывезенных денег и так далее. Вопрос легитимности, очевидно, это понятие в нынешних условиях тоже условно, извините за тавтологию. Легитимности вроде нет, а деньги есть, да? Эта война России нужна только из-за целей СВО или нужен опыт и инновации ВПК, чтобы, если что, противостоять НАТО, спрашивает пользователь. Вы знаете, я думаю, что вот для России эта война точно была не нужна. Вот по большому счету. И для Украины по большому счету тоже. А опыт, конечно, приобретают это, если хотите, во многом вынужденный опыт. Мгм. Караганов констатировал, что через год-два придется наносить удар ядерным оружием по Европе. Скажите, это серьезно? Ну, знаете, когда-то думали, что Первая мировая война, я когда в Сараево был на месте, где убили принца Фердинанда, да, и вот эта история с этим связана. Так, говорили, в Баден-Бадене сидели германские жители России, жители Российской империи, там еще, скажем, Британской империи, Французской, говорили, ну, это на 2 недели, правда? Вот история была такая. Я не знаю, что может случиться или нет, но я думаю, что одна из тем, которую обсуждают сейчас Соединенные Штаты и Россия, это все-таки продолжение соблюдения договоренностей по ядерному оружию. То есть то, что я сегодня в сводках смотрел информационных, то есть они пока будут продолжать соблюдать уже закончившийся договор. И думаю, одна из тем обсуждения, которая, очевидно, закрытая и кулуарная, это все-таки вопрос о колоссальных ядерных потенциалах и каких-то договоренностях на этой теме. Я думаю, что там эти эфемерные секунды, которые там отодвинулись или придвинулись там, к Третьей мировой войне, это как для меня не очень интересный фактор, но по большому счету как способ или форма обсуждения, полагаю, да. Полагаю, да. Вопрос с ядерным оружием, ну, не считается невозможным, на мой взгляд. Но я думаю, что Штаты и Россия будут максимально пытаться этого избежать. Ой, за что я люблю наш чат, за эти вопросы. Скажите, у гостя есть кот? Ну, здесь нет. Но коты есть. Были раньше, во всяком случае. Я кошатник, да. Кошатник. Капатько, кошатник. Вот вам ответ на вопрос. Спасибо за этот вопрос. Ольга, есть ли шанс у Украины остаться независимым государством? Ну, вот я думаю, что сейчас шансов меньше, чем это было до 2014 года. Да, друзья, всем большое спасибо. Ну, давайте так еще, вот этот вопрос еще, точку, чтобы поставить, если шансов меньше. А кто после Зеленского? Евгений Эдуардович. И мне захотелось, пусть будет вон тот, одетый во все не по росту. Я думаю, что иногда события жизненные такие, что мы иногда думаем, будут какие-то политики ожидаемые, а возможно выстрелит какая-то другая ситуация или будет та конфигурация, где мы не то, что будем выбирать, а возможно примем то, что будет предложено. Или тот, кто будет предложен. Друзья, всем большое спасибо за сегодняшний эфир, за то, что присоединились. Евгений Эдуардович, спасибо за, первый раз. Спасибо вам, спасибо всем, кто слушал и смотрел. Да, первый раз вживую пообщались. Будем встречаться обязательно, друзья, и с вами. Поэтому пишите, что думаете. Всем добра и света в эти темные времена. Берегите себя и друг друга. До скорого.